Заснеженная пустошь неподалеку от городка Ред-Лейк в штате Миннесота казалась абсолютно вымершей и равнодушной ко всему живому. В этих северных краях, где бескрайние густые леса встречаются с ледяной равниной, зимняя стужа не просто опускается на землю. Она буквально вонзается в нее тысячами острых ледяных иголок. В тот злополучный день лютый мороз свирепствовал с особой беспощадной силой. Ледяной шквалистый ветер выл над занесенной снегом проселочной дорогой, подхватывал с земли белую сухую крупу и закруживал ее в слепящие, плотные и непроницаемые вихри. Метель бушевала уже несколько дней подряд, полностью стирая границы между небом и землей, превращая любой живой организм, оказавшийся под открытым небом, в легкую и беззащитную добычу для смертельного холода. Именно в эту ужасную непроглядную бурю молодая собака по кличке Сноубелл оказалась совершенно одна на открытом, пронизываемом ледяными ветрами пространстве. Она не была диким таежным зверем, привыкшим к суровым и жестоким законам дикой природы, но древнейшие инстинкты, заложенные в кровь каждого живого существа на нашей планете, проснулись в ней с невероятной, удерживающей жизнь силой, когда начались неожиданные и тяжелые схватки. Роды застали обессилевшую собаку в самом эпицентре белой штормовой мглы. Вокруг не было абсолютно ничего, что могло бы подарить хоть каплю спасительного тепла, ни заброшенного сарая, не дающего надежду огонька человеческого жилья, ни даже глубокой норы под корнями деревьев. Лишь промерзшая насквозь твердая земля и бесконечные сугробы, растущие прямо на глазах от непрекращающегося снегопада. Один за другим на этот лютый мороз появились 6 крошечных, совершенно беспомощных и мокрых щенков. Они были слепы, слабы и обречены на немедленную гибель в первые же минуты своей жизни, ведь температура воздуха падала до тех критических отметок, при которых замерзает даже человеческое дыхание. Любое другое животное поддалось бы панике или попыталось спасти собственную жизнь, но Сноубелл даже не подумала о бегстве. Она не побежала искать укрытие для себя одной, хотя каждый нерв в ее дрожащем от дикой боли, усталости и холода теле буквально кричал о спасении. Молодая мать свернулась плотным калачиком, создав из собственного тела живой, дышащий и надежный заслон против ледяного шторма. Она бережно подмяла под себя всех 6 новорожденных малышей, плотно укрыв их своим животом и грудью. Снег непрерывно падал на ее шерсть, покрывал плотной ледяной коркой спину, бока и уши, образуя вокруг них своеобразный снеговой панцирь. Но внутри этой маленькой живой крепости брезжило слабое, но такое драгоценное, человеческое или животное тепло. 3 недели. 21 день и 21 ночь насквозь промерзшего ада. Это кажется нечеловеческой, абсолютно немыслимой фантастикой. Но собака ни на один шаг не отходила от своих маленьких детей. Пока метель сменялась звенящей морозной тишиной, а затем с новой силой налетала на замерзающий лес, Сноубелл неуклонно оставалась на своем месте. Она без устали согревала щенков своим горячим дыханием, беспрестанно вылизывала их мордочки и спинки, чтобы разгнать кровь в маленьких телах, и отдавала им последние капли собственных сил через материнское молоко. Чтобы выкормить и уберечь 6 растущих малышей, требовалось колоссальное количество энергии, но у самой Сноубелл за все это время не было ни единой крошки еды. Она таяла прямо на глазах, постепенно превращаясь в обтянутый кожей скелет, но ни разу не попыталась покинуть свой снеговой окоп ради поисков пропитания. Когда на 3-й день после очередного затишья метели 2 местных жителей медленно проезжали по заснеженному проселку на самом краю леса, они случайно заметили странный
ни типичный холмик в свежем сугробе. Внимательный взгляд одного из мужчин зацепился за легкое, еле заметное облачко пара, регулярно поднимавшееся над ледяным панцирем. Остановив машину и с трудом пробираясь по пояс в глубоком снегу, люди подошли ближе и буквально замерли от изумления и шока. Из-под снежной корки на них смотрели глубоко запавшие, истощенные, но невероятно выразительные и темные глаза собаки. Она дрожала так сильно, что, казалось, ее суставы сейчас рассыплются от перенапряжения, но при приближении незнакомых людей попыталась тихо, практически беззвучно зарычать, до последнего сантиметра защищая свое гнездо. Когда спасатели осторожно и бережно отгребли глубокий снег, их глазам открылась поразительная картина. Под дрожащей, практически обмороженной матерью копошились, пищали и толкались 6 упитанных, совершенно здоровых, сытых и теплых щенков. Сноубелл без остатка отдала им все свое тепло, все свое существо, приняв весь сокрушительный удар миннесотской суровой зимы исключительно на себя. Пораженные люди незамедлительно и с максимальной осторожностью завернули всю собачью семью в свои теплые зимние куртки, аккуратно погрузили их в истопленную машину и на предельной скорости помчались в ближайший приют для животных. В ветеринарном кабинете непривычно сухое тепло помещения казалось обессилевшей собаке оглушающим и странным. Ветеринары сразу же приступили к экстренному осмотру найденышей. Результаты этого обследования поразили даже самых бывалых и искушенных специалистов. Малышам исполнилось ровно 3 недели, и они находились в удивительно хорошем физическом состоянии, без малейших признаков обморожения, с нормальным весом и отличным тонусом. Все эти 3 недели они провели непосредственно в снегу на трескучем холоде, спасаемые лишь весом и любовью своей матери. Однако организму самой Сноубелл повезло гораздо меньше. Взрослая собака находилась на самой грани крайнего, опасного для жизни истощения. Ее тело было настолько обезвожено, изнурено и обессилено, что у нее полностью пропало молоко. Она буквально выпила себя изнутри, отдавая детям последние скрытые ресурсы собственного организма, пока ее собственные силы окончательно не иссякли. Врачи приюта немедленно положили Сноубелл на мягкую чистую подстилку, поставили капельницы с питательными растворами и предложили ей специально подготовленную, сытную и легко усвояемую пищу. Едва оказавшись в полной безопасности и почувствовав, что ее щенки рядом и им больше ничего не угрожает, собака погрузилась в глубокий, спасительный сон. Но даже во сне ее тонкие лапы периодически подергивались, будто она все еще пыталась сильнее прижать к себе своих маленьких слепых малышей и защитить их от бушующего ветра. Чудо выживания продолжалось и дальше. Как только Сноубелл оказали профессиональную помощь, как только она отогрелась, получила необходимый заботливый уход и впервые за долгое время сытно поела, ее измученный организм начал стремительно и уверенно восстанавливаться. Удивительно, но уже через пару дней полноценного отдыха и заботы у нее снова появилось молоко. С огромной гордостью, нежностью и видимым облегчением она смогла продолжить кормить своих щенков, теперь уже в сухом, светлом, чистом и абсолютно безопасном боксе приюта. Удивительная история Сноубелл мгновенно разлетелась по всему штату и далеко за его пределами. Тысячи людей были тронуты до слез невероятным мужеством, стойкостью и самоотверженностью обычной собаки. Сотрудники приюта, волонтеры и журналисты местной прессы единодушно стали называть ее не иначе, как матерью-героиней. Своим поступком она наглядно доказала всему миру, что настоящая материнская любовь и способность к самопожертвованию — это абсолютная, созидательная сила, не знающая никаких преград и не боящаяся ни смертельного голода, ни лютой северной стужи. Прошло совсем немного времени.
Растущие малыши окончательно окрепли, открыли глаза, научились уверенно бегать, играть друг с другом и превратились в озорных, пушистых и буйных крепышей. Благодаря широкой огласке в средствах массовой информации за право подарить им теплый дом и заботу развернулась настоящая очередь из добрых и отзывчивых людей. Вскоре для каждого из 6 спасенных щенков были найдены замечательные, проверенные и безумно любящие хозяева. Сама Сноубелл, благополучно пройдя полный курс физической и психолодителереабилитации, также обрела свой собственный новый дом и любящую семью. В этом доме ее уважают, ценят, берегут и окружают бесконечным warmth, как истинную, настоящую героиню. Ее молчаливый подвиг среди холодных снегов Миннесоты навсегда остался в сердцах людей, как вечное напоминание о простой, но глубокой истине. Верность, материнская защита и готовность спасать своих детей любой ценой — это величайший дар, свойственный абсолютно каждому живому существу на нашей планете.